Привет, Дима. Привет. Мы хотим с тобой пообщаться по поводу тренировок команды Нави. Ты вот был пару дней на буткемпе вместе с ребятами. Вот, что ты конкретно делал, чем вы занимались? Как вот вы готовились? Ну, я был даже больше, чем пару дней. Я, наверное, на один день только чуть позже приехал. Занимались практикой, играли с разными командами, с MTV поиграли. Ну, разбор игр противников небольшой провели. Ну, в основном играли практик и один на один ребята тренировались. Вот можешь сказать, как конкретно вот вы проводите разбор игр ваших? Что конкретно ты делаешь? Как это все происходит? Ну, я записываю спорные моменты конкретно и всякие спорные решения игроков. Помимо этого, Пупею пишу там время, когда мы потом если реплей смотрим, чтобы тоже на обсуждение вынести тот или иной момент, тот или иной мув игрока. Ну, и достаточно, как бы, игроки же все достаточно умные, то есть они с первого раза понимают, где и какая была ошибка, чтобы в дальнейшем это не повторялось. Основное – это координация в бой и понимание в секунду, потому что ситуация меняется очень быстро. Внимание, когда нужно двигаться вперед, когда на врага, когда от врага и так далее. То есть, когда идет замес, очень тяжело даже при каком-то координации, то есть там фокусим того-то, фокусим другого героя, этого, первого, второго, третьего. Ситуация меняется очень быстро, и если команда не понимает, каждый игрок не понимает сам, а это только идет от практики и разбора полетов. То есть, чтобы каждый четко знал в эту секунду, что он делает. Стоит, бьет, бежит, кастует ли спел, кастует ли артефакт какой-то, ну и так далее. Ты во время игры вообще как бы с ними общаешься или нет? Очень мало, потому что, ну, единственное, что помощь какая-то по инфе внешней, но это минимум. Варды, ура, тайминги, все. То есть, в принципе, основной разбор идет после вот матча, да? Опять же таки, что даже сейчас вообще Фрог сказал, что на International не будет ни у кого тренеров и менеджеров. А с ним будет то есть 5 человек без координаторов? Да, да, координаторов не будет, поэтому опять же таки, чем лучше команда сама, каждый игрок команды будет понимать, что, когда и когда, как ему делать, тем лучше будет играть команда. Ну, как бы команда опытная, знаешь, там многие думают, нужен как бы или менеджер тот человек, как бы, который делает, то есть ты, получается, отвечаешь не за саму как бы игру, а то, как команда друг с другом общается, то есть какую-то инфу дает. Я да, бы сказал, моя-то основная работа это не игра, а то, как команда подошла к игре, потому что если, ну и плюс, совсем минимальное воздействие, если ребята, я вижу, у них что-то идет не так, там, возможно, какими-то словами и какими-то действиями чуть-чуть повлиять на их поведение в игре. Все, это тот минимум, который я могу сделать именно в игре. А то, как команда подошла к игре, это основная работа. Если ты подошел к игре в хорошей форме, то ты и выигрываешь. А стратегиями, тактиками занимаются в основном тупее игроки, ты как бы не лезешь или как? Тактики, стратегии тоже с Пупеем, разбор героев, лайнапов, то есть вот по играм 1 на 1 идет игра 1 на 1, мы потом обсуждаем, ну да, Пупей с Дэнди, Пупей с Ластом и со мной, что и как было, то есть понимание, какой герой хорошо стоит, кто сможет стоять, не сможет, если враг взял вот этого героя, кого лучше поставить на соло-мид, кого не лучше не ставить, даблу, триплу, куда и как идти. Мне очень интересно, как вы готовитесь к матчам против конкретно китайцев, азиатов, то есть вы, получается, смотрите воды, или есть какие-то реплеи, то есть что вы делаете? Тут тоже самостоятельная работа у ребят есть, то есть в идеале как, что Дэнди смотрит китайскую игру за игроками китайскими, как, что они играют, как двигаются на миде. Опять же таки пики-баны, понимание. Плюс основное, что мы делаем, повторяем иногда их какие-то вещи. Ну, то есть, допустим, простой пример. ЦК был очень долго пиком даже у китайцев. Был момент, когда ЦК был пиком. Почему, никто из европейцев объяснить не может. Сыграв с ним несколько игр и собрав не ЦК, а другим героям определенные артефакты, мы сейчас понимаем, почему китайцы его пикали. И как с этим бороться, и что нам делать, если против нас ЦК, и как играть, если там этот ЦК с определенными героями. Кого не дать ЦК. Что, то есть это только, ну еще раз говорю, это только основная работа, то есть если у нас сейчас вот в планах вообще разбор реплеев своих для начала, а потом и чужих, то вот в этом основной прогресс, потому что, ну можно там 1000 раз постоять соло-мид 1 на 1, постоять 3 на 3, постоять там какие-то лайнапы сыграть с разными европейскими командами, все равно это все чуть-чуть не то. Ты каждую конкретную игру можешь выигрывать, но это тебе ничего не даст. Никакого понимания, потому что противники делали что-то там свое придуманное, ты делал что-то свое, а в пиках врага ты ничего не понял. Ну, ты вот уже занимаешься менеджерством некоторое время, ты можешь как-то вот оценить, как изменилась игра команды после твоей работы проделанной? Или как она продолжает меняться?
Я бы сказал, что больше ответственности у ребят раз возникло. Ну, вот это у нас основной сейчас минус. То есть по пониманию каждого своей ответственности, я бы так сказал, перед другими, перед... Ну, то есть основной это подход, скажем так, у нас теперь стал более профессиональный и более правильный подход именно и к тренировкам, и к игре, и к подготовке к этой игре, к любой турнирной игре. Вот это основная работа. То есть сейчас все четко, уже как по часам, мы понимаем. После этого, уже даже сейчас мы с Купеем обговорили, что мы еще изменим после, соответственно, StarLadder финалов, чтобы еще лучше. Вот логичный вопрос, то есть какая сейчас на твою, как ты думаешь, форма команды на данный момент? Если оценивать по 10-бальной шкале. Ой, очень тяжело оценивать. Субъективно, само собой. Значит, я бы сказал как, что индивидуальная форма у каждого игрока достаточно хорошая. Но опять же таки, от матча к матчу невозможно, нет вообще ни одного игрока и нет ни одной игры, это нормально, да. Где человек сыграл безошибочно. Везде есть какие-то ошибки. Опять же, где-то есть не ошибки, а спорное решение. То есть, ну, допустим, если простой пример. Там, по-моему, сегодня даже кто-то из игроков М5 разбил Егис случайно. Ну, это не ошибка, это мисклик. Ну, на самом деле, это как конкретно про Егис, это у них в настройках, я так понимаю, стоит атака правой кнопкой мышки. Они тыкают на Рошана. Да, даже если они тыкают кто-то под Пойзоном, у них своих героев, они случайно не тыкнули, они будут его бить. Это уже там индивидуальность настроек, почему они не привыкли к ним, я не знаю. А так, Дэнди находится в хорошей форме очень, Хвост тоже. Купей, Лост, да, Смайл временами бывает немножко проседает по каким-то действиям. Вот, то есть, ну, в общем, еще раз говорю, что везде есть, там, просто у каждого игрока все равно там есть спорные моменты, спорные решения, где он там берет ответственность на себя. То есть, как вчерашний пример Лешрак и Дэнди, когда он бежал с Роды ДД, у него был два варианта. Попадает Лешрак станом, он умирает. Не попадает Лешрак станом, умирает Дэнди. Ну, как и получилось, что попал Лешрак, и Дэнди умер. Но это была ответственность. Тогда немного изменю вопрос. Вот если бы был там через несколько дней International, можешь сказать, что готово? Или нужно еще подготовиться? Время никогда не будет лишним. Конечно, еще есть куда прогрессировать, есть еще что подготовить. Чем больше его будет, тем лучше. Но так, команда, конечно, не в оптимальной форме, не на пике. Сейчас у нас, я бы даже сказал, такой легкий спад по сравнению с тем пиком, который мы показывали. Ну и касательно International, там все очень и очень тяжело будет. Там будет 14 игр в группах. За 14 игр ты должен показать и понять все о противниках, показать. Это плюс или минус, что будет сначала такая жесткая группа, где все будут с собой играть? Это честно, это покажет перед плей-оффом текущую расстановку сил в мировой доте. 14 игр в группе, из которых ты только своим скиллом, только своим умением займешь себе какое-то место. 8-е, значит 8-е. 1-е, значит 1-е. Ну, плюс, опять же, если ты займешь первое место в группе, это уже будет очень хороший психологический удар у противника, плюс очень хороший психологический мотиватор себе. То есть именно за это и будут биться команды. Я уверен, что даже там, когда будет разница между первым и вторым местом, вроде какая разница, там, на кого мы выйдем, никто не будет стараться там каких-то противников соблюдать, а будут занимать топ-1, чтобы выйти 14-0 из группы. Если кто-то так выйдет, то сразу группа сразу будет видно. Да, что... вторая группа сразу как минимум уже может. Ну, очень важно, и как там, что и как. Ну, даже последняя вот игра наша с Маузами, они уже поплыли, скажем так. Первую игру они выиграли из-за наших ошибок. Очень много у нас было ошибок. Вторую игру мы выиграли, сыграв лучше, практически не допустив ошибок. В третьей игре уже не было команды Маус. Уже, ну, просто вот именно психологически так. Понял. Хорошо, в принципе, как бы на этом, наверное, все. Пообщаемся с тобой еще позже. Вот вы будете готовиться через какой-то промежуток времени к International. Будет небольшой отдых, по-моему, да, у команды? Да. Буткемп еще второй, ты говоришь? Да. Конечно, будет внутри. Я приеду тоже, но это будет у нас чуть больше. Ну, хорошо, тогда снимем как бы с тобой интервью, пообщаемся еще на базе. Без вопросов. Думаю, что там она уже будет готова, можно будет показать. База отлично. Хорошо. Чуть-чуть осталось доработать, и все. Все, давай, всем пока. Удачи.